Добрый день, уважаемые зрители, подписчики моего канала, все те, кто следит за ходом дела об убийстве Ирины Фарион, которому я уделяю значительное внимание на своем YouTube-канале. Я юрист Валерий Табаков. Сегодня у нас 13 мая 2026 года. Я хочу сейчас достаточно подробно, спокойно, максимально предметно разобрать один из самых важных и, на мой взгляд, наиболее проблемных моментов всего расследования этого знакового, резонансного преступления – убийства Ирины Фарион. Речь идет о моменте, который устанавливает реальное местонахождение и позицию стрелка, произведшего выстрел в Фарион 19 июля 2024 года в 19:22 во дворе на улице Масарика 3 во Львове. Сейчас я не буду говорить ни о политике, ни о мотивах, вообще ни о какой конспирологии. Только факты, только данные судебно-медицинской экспертизы, только показания свидетелей и та версия, которую официально представляет следствие и сторона обвинения, а также поддерживает потерпевшая София Особа со своим адвокатом Натальей Романок. Именно в этой части дела, то есть в установлении реального местонахождения и позиции стрелка, возникает очень серьезное, фундаментальное, можно сказать, противоречие, которое невозможно объяснить теми стандартными формулировками, которые нам предлагает и навязывает следствие, обвинение и потерпевшая София Особа. Друзья, согласно версии следствия, выстрел произвел так называемый ряженый. Молодой человек в панамке Патагония, очках трекинговых, которого видели сидящим во дворе на Масарика 3 в течение 2-3 недель многие люди, в том числе и те, которые являются свидетелями по делу. Следствие утверждает, что этот парень, ряженый, подошел к Ирине Фарион спереди на расстоянии примерно 1,5-2 метра и произвел один выстрел, находясь на уровне земли. По описанию, этот человек ростом примерно 170-180, ну, может быть, 185 сантиметров, и это типичный рост для 18-19-летнего исполнителя. Теперь, друзья, давайте с вами подробно посмотрим, что же на самом деле установлено материалами уголовного производства и, в частности, судебно-медицинской экспертизой, а также что установлено по показаниям свидетелей. Свидетель Дума, который оказался одним из первых возле тела после выстрела, в своих показаниях четко и неоднократно описывал следующую картину. Маленькое, аккуратное отверстие во лбу, которое он заметил, ну и в материалах следствия нам известно, что имеется также рваное, сильно разорванное отверстие в затылочной
области. Тело Ирины Фарион лежало на спине, лицом вверх. Ее ноги были направлены в сторону арки. Кроме того, в заключении экспертизы был зафиксирован перелом ключицы, скорее всего левой. По мнению эксперта, такой перелом мог образоваться именно при падении после выстрела, а не от самого огнестрельного ранения. И здесь имеется в материалах дела ключевой документ. Это фрагмент заключения судебно-медицинской экспертизы. Почему фрагмент? Целая судебно-медицинская экспертиза, и в ней четко и прямо указано: металлический фрагмент 3 на 4 мм обнаружен в правой лобной доле, в толще разрушенной мозговой ткани, между мозолистым телом и верхней лобной извилиной. Переломы основания черепа начинаются от лобной кости справа, проходят через переднюю черепную ямку, разветвляются и доходят до границы теменной и затылочной кости справа. Отмечается массивное разрушение преимущественно правой половины мозга и кровоизлияние в левой половине. Что все это значит с точки зрения судебной баллистики и криминалистики? Траектория пули была спереди назад, то есть антеропостериорная. Входное отверстие во лбу, выходное в затылке. И при этом траектория, судя по тому, как зафиксирован перелом костей черепа, траектория пули имела четко выраженный нисходящий угол сверху вниз и правосторонние компоненты. Именно поэтому переломы основания черепа идут от передней части вправо-назад, а основной металлический фрагмент застрял именно в правой лобной доле. Такая траектория, нисходящая, с заметным углом сверху вниз, практически несовместима с выстрелом человека, который стоит на уровне земли, даже если он находился прямо перед Фарион на расстоянии 1,5-2 метра. Человек ростом 170-185 сантиметров, стреляя в стоящую женщину с уровня земли, физически способен создать только близкую к горизонтальной траекторию или, в лучшем случае, слегка восходящий угол. Создать выраженный нисходящий угол, при котором пуля входит в лоб и выходит в затылке, оставляя именно такие переломы и расположение фрагмента, возможно только в том случае, когда ствол оружия находился выше уровня головы жертвы. Иными словами, для того, чтобы траектория полностью соответствовала зафиксированным данным экспертизы, стрелок должен был находиться на уровне 2-4 этажа, в окне, на балконе, на лестничной площадке или любом другом возвышении,
спереди или спереди справа относительно положения Фарион в момент выстрела. Только тогда пуля могла войти в лоб под нисходящим углом, пройти через правую лобную долю, разрушить правую половину мозга и выйти в затылочной области. Теперь к показаниям свидетелей. Свидетели Дума и Бабюк видели Ряженого именно на уровне земли. По их описанию, этот человек подошел или подбежал, произвел выстрел и сразу убежал через арку. Подходящим к Фарион и подбегающим они его не видели, они видели его только убегающим. Так вот, этот Ряженый, по показаниям Думы и Бабюк, находился на одной горизонтальной плоскости с Фарион. Этот человек физически не мог создать ту нисходящую траекторию, которую четко зафиксировала судебно-медицинская экспертиза. Итак, мы установили четкое и неустранимое противоречие между официальной версией следствия и стороны обвинения и объективными данными судебно-медицинской экспертизы. Следствие утверждает, что выстрел произвел Ряженый с уровня земли спереди с расстояния 1,5-2 метра, в то время как характер входного и выходного отверстий, направление переломов основания черепа, расположение металлического фрагмента в правой лобной доле и нисходящая траектория пули объективно указывают на то, что выстрел был произведен с возвышения, с уровня 2-4 этажа. Поскольку такое серьезное противоречие имеет место, вина не только Зинченко, но и Ряженого, которого следствие считает исполнителем, не может быть принята судом вне разумных сомнений. А это значит, что в соответствии с принципом презумпции невиновности все сомнения толкуются в пользу обвиняемого, и его вина, таким образом, не может считаться судом доказанной. Друзья, я намерен и дальше разбирать это дело максимально подробно, спокойно и исключительно на основе доступных документов, видеозаписей судебных заседаний и доказательств. Такие разборы требуют времени, внимания, ресурсов. Если вам важна подобная независимая аналитика, поддержите канал лайком, комментарием и по возможности финансов. Каждая гривна помогает продолжать эту работу и держать общественный контроль над резонансным делом. Спасибо вам огромное за внимание. Пишите в комментариях, как вы оцениваете это противоречие по позиции стрелка. Я буду обязательно читать и отвечать на наиболее интересные и аргументированные комментарии. Берегите себя. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых разборов.